Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы говорим на русском языке, чтобы вы тоже могли лучше говорить по-русски. И давно, у нас давно не было таких видео, где мы просто встречаемся, рассказываем друг другу, как у нас дела, что было нового, что мы планируем делать в будущем. В общем, мы давно просто так не болтали. Поэтому берите кофе или чай, или если у вас уже жарко, то можете брать лимонад. И я вам сегодня расскажу про свой день рождения, я расскажу про Аргентину, что здесь происходит и что я планирую делать здесь. Если честно, я не помню, на чем я остановилась в прошлый раз. Я каждый раз рассказываю что-то про Аргентину, и я не помню, что я вам уже рассказывала, а что нет. Поэтому расскажу еще раз, если я уже рассказывала. И пишите в комментариях, как у вас дела, что вы делали эти 2 месяца, пока мы не общались, и давайте начнем. Я пью кофе черный с молоком. Давайте начнем с дня рождения. 24 марта мне исполнилось 32 года. И для меня это настолько абстрактная цифра. Я себя чувствую человеком без возраста. Я вообще не понимаю, сколько мне лет сейчас. И недавно, может быть, месяц назад, когда я начала рефлексировать и начала думать о том, сколько же мне лет и как я себя ощущаю, я подумала, мне показалось, что возраст, наверное, это не просто прямая линия от нуля до, не знаю, до 100, до 200. Знаете, мы, наверное, как луковицы, но я не имею в виду Шрека. Великаны как луковицы. Воняют? Люди как луковицы. Не только Шрек как луковица, но и все люди как луковицы. И я себя чувствую, когда я взрослею, что я не иду куда-то вперед или назад, что это не какая-то линия, а скорее, что у меня появляются новые слои, как у дерева, как у луковицы, и весь опыт, который уже был, он тоже есть, и поэтому я себя ощущаю и как трехлетний ребенок, и как пятилетний ребенок, и как 20-летняя девушка. И, если честно, в какие-то моменты я себя ощущаю уже 100-летней бабушкой. Все в один момент. Простите, пожалуйста, за такие философские размышления, но мне хочется с кем-то обсудить. И почему не здесь? И после дня рождения, точнее, до дня рождения, мы думали, что делать после Буэнос-Айреса. Я знаю, я постоянно об этом говорю в своих видео. Простите, пожалуйста. Но мы думали, что мы будем уезжать из Аргентины и из Буэнос-Айреса. И, наверное, несколько недель я конкретно искала информацию про Флорианополис, про город в Бразилии. Надеюсь, я правильно говорю. Я искала информацию про этот город, про районы, что, где, сколько стоит, где лучше жить, про дома, про аренду велосипедов и так далее. И я была очень-очень максимально настроена, чтобы уехать. Очень была настроена, чтобы уехать. Какой был план? План был такой. У нас была квартира в Буэнос-Айресе до конца апреля. Ой, до конца марта, до начала апреля. Поэтому мы думали, что мы поедем в Бразилию, во Флорианополис на 2-3 месяца. Отлично. Потом будет уже тепло, будет уже лето, и я поеду в Россию. Об этом я буду говорить чуть-чуть попозже. И после России я планировала поехать в Сербию, чтобы открыть там компанию и
получить ВНЖ. Ну ладно. И потом, после всего этого, поехать в Юго-Восточную Азию. Вьетнам, Таиланд, не знаю, Индонезия. Ну, классический маршрут. В итоге у меня нервный смех. В итоге в России были разные не очень хорошие события. Ну вот я, например, говорю про Крокус, я, например, говорю про Белгород, я, например, говорю про разные события, ну, в общем, и все остальные. И я думала, ехать или не ехать. Вы можете подумать, что я паникерша, или вы можете подумать, что я просто придумываю. Может быть. И я подумала, хорошо, можно же и не ехать. В итоге, что мы решили? А может быть, даже не мы решили. Возможно, это просто магия Аргентины. Мы просто подумали, что ладно, я уже в Аргентине больше года. Я приехала в марте, год назад. Можно при желании, если есть желание, можно податься на гражданство и начать процесс получения гражданства, если ты находишься в стране 2 года. И я думаю, хорошо, ладно, 2 года это уже недолго. По аргентинским меркам это время пролетит. С другой стороны, нужна легальная причина, чтобы находиться в Аргентине. В Аргентине вообще нет понятия нелегала. Ну, например, вы едете в какую-нибудь страну Европы, если вы останетесь в стране дольше на 1 день, чем вы можете, то все, вам закроют въезд, у вас будут большие проблемы, вы заплатите большой штраф. В Аргентине такого просто нет. В Аргентине считают, что если ты приехал, если ты здесь находишься, то, наверное, у тебя есть причина. Наверное, это не просто так. Я подумала, что, ну, здорово, здорово, здорово. Нужно что-то придумать. Я начала искать разные программы обучения, чтобы получить резиденцию как студент. Я нашла одну классную программу, которая мне понравилась, которая меня на самом деле заинтересовала. Это преподавание йоги. Да, это преподавание йоги. Что входит в программу? Литература, инди, практика йоги, практика медитации, практика дыхательных практик. Ну, я думаю, вы поняли. И философия. Я подумала, ну, во-первых, классно, потому что это темы интересные сами по себе. С другой стороны, это полезно для здоровья. Вы, наверное, слышали эту фразу, мою любимую фразу, совместить приятное с полезным. То есть это и приятно, и полезно. Я начала учить испанский. Я помню, я обещала себе и говорила вам, наверное, что я начну учить испанский. Это случилось. Я начала учить испанский. И сейчас будет контент 18+. А точнее, наверное, контент для людей моего возраста. Будем говорить про документы. Итак, ситуация. Чтобы поступить на учебу, очевидно, тебе нужны какие-то документы. У меня с собой только паспорт. Ну ладно, у меня с собой только 3 паспорта, если что. И чтобы поступить, нужен диплом, аттестат, школьный аттестат. Он у меня лежит в моем университете. То есть мне его нужно забрать из Москвы каким-то способом. Я нахожусь в Аргентине. Можно написать доверенность на какого-то человека, чтобы он пошел, забрал этот документ. Доверенность – это специальный документ, где ты пишешь, что этот человек может, например, получать документы, продавать что-то или покупать что-то. В общем, он может действовать от твоего имени. Я думаю, хорошо, надо написать доверенность. И чтобы написать эту доверенность, нужно записаться в российское консульство. В российское консульство в Буэнос-Айресе. И чтобы туда записаться, нужно 4 месяца. Я оставила заявку на сайте. Теперь мне нужно найти
время, когда я могу прийти. То есть мне нужно каждый день заходить на этот сайт, проверять, когда у них есть окошко. Их нет. Люди в чатах говорят, что нужно ждать 4 месяца, где-то 4 месяца, чтобы забронировать время. Что они там делают? Вы мне объясните, пожалуйста, что делают люди в посольствах? Просто кто там работает? Чем вы занимаетесь? Но это не все. Когда у тебя есть диплом, то нужно его апостилировать. Мне даже не хочется про это говорить. Нужно документ апостилировать. Потом его нужно перевести, и нужно перевести специальным переводчиком, то есть не просто любым рандомным переводчиком. Должен быть специальный человек из специальной коллегии. Потом нужно легализовать этот перевод, и, по-моему, нужно делать еще что-то. Больше всего меня удивляет свидетельство о рождении. Я стою, это не свидетельство, это недостаточно. Если вы когда-нибудь переезжали в другую страну, наверное, вы поймете вот эти страдания. Когда я жила в России, скажу честно, я вообще не занималась этими бумажками. Моя логика была такая: если мое государство так хочет, чтобы у меня это было, я не знаю, то пусть Путин придет и мне отдаст этот документ, потому что, ну, я не хочу этим заниматься. Я думаю, что я была не одна такая, если честно, в России. Поэтому сейчас можно практически все в России получить через специальный сервис с документами. Ой, наверное, потому что были такие люди. Сертификат о прививках. Я вообще не знаю, где он у меня. Ну вот серьезно. Может быть, я его даже не забрала со своей прошлой работы, потому что я работала учителем в школе, и нам нужен был сертификат о прививках. Может быть, он там. Я не в курсе, я вообще не знаю. Ладно, спасибо, что пришли на мой стендап. Следующая тема. В Аргентине началась осень, и я вам даже покажу. Видно что-нибудь? Все небо серое просто. Там видно желтые деревья. Немножко депрессивно. Температура у нас до сих пор хорошая. Наверное, регулярно до 20 градусов по Цельсию. И да, иногда дожди, иногда сильные дожди, иногда солнце. 2 дня у нас была просто прекрасная погода. У нас было 20 градусов, солнце было очень теплое. Вы знаете, это теплое, такое греющее солнце, которое припекает, и ты идешь по улице. Но уже вы видите, что за окном, будет холоднее и будет дождливее. А какая первая ассоциация с холодами? Это электричество. Я не знаю. Может быть, вы знаете, может быть, вы слышали, может быть, нет, но я сейчас вам скажу. В Аргентине сейчас цены растут очень-очень хорошо. Ну, ладно, на продукты плюс-минус стабилизировалось, и сейчас все стоит просто дорого, а на электричество, на коммунальные услуги цены выросли просто в разы. Например, в нашей прошлой квартире за месяц за электричество у нас вышло, не помню сколько точно, ну, 11 тысяч. Точнее, я не помню, это было электричество или это было что-то другое. В общем, было 11 тысяч песо. Это 11 долларов. Через месяц было уже 35 тысяч, 35 долларов. Всего за все коммунальные услуги в один месяц было, по-моему, мы заплатили 40 тысяч песо за все вместе. На следующий месяц уже было 75 или 80. То есть все выросло просто в 2 раза.
И давайте я вам скажу обычные цены, например, в обычных магазинах на обычные продукты. Мы покупаем молоко за 1700 или 1800, ну это $1.80. Можно купить молоко за 1000 песо, то есть за $1. Хлеб. Если вы покупаете хлеб, то он будет стоить 5-6 тысяч за одну буханку. 500 граммов, наверное. То есть это 5-6 долларов за хлеб. Или можно купить обычный хлеб за 4000, за $4. Килограмм яблок 3000 песо, $3. И яйца, например, 30 штук за 4000 песо. Может быть. Или 3,5. Но 30 штук. И я думаю, скажите мне, пожалуйста, я думаю, что цены на продукты в Аргентине уже как в Европе. Я думаю, что в Европе, например, я думаю, что в Европе цены плюс-минус такие же. Но если мы говорим про одежду, а сейчас будет осень, точнее, уже сейчас осень, а будет зима. Ну хорошо, здесь зима не нулевая. Может быть 10 градусов, 10-15 градусов днем. Но нужна куртка, нужен свитер, нужны теплые носки. И на это все в секонд-хенде. Если вы хотите купить себе какую-нибудь одежду, вы идете в секонд-хенд, вы не найдете ничего дешевле, я не знаю, 30 долларов. 100%. Вообще нет. Даже за простую футболку. Куртки стоят, например, куртки, дубленки стоят, не знаю, минимум 70, 100, 200 тысяч. То есть, 70, 100, 200 долларов. Обувь. Вы бы видели мои кроссовки. Они в ужасном состоянии. Я их купила, не знаю, 4 года назад, 5 лет назад. И они в ужасном состоянии. Поверьте мне, я не буду вам их показывать. И чтобы купить кроссовки, нужно отдать минимум, вот просто минимум 100 долларов. Я не шучу. И я думаю, не очень-то и хотелось. Я, наверное, буду продолжать ходить в своих кроссовках. И, наверное, последнее из моего большого такого видео. В прошлом месяце у меня был мой первый вебинар, где я рассказывала про крылатые выражения, которые появились в Советском Союзе и которые носители используют до сих пор. И это был такой тестовый вебинар, тестовое мероприятие, чтобы посмотреть, интересно вообще, неинтересно, какой формат, получается, не получается. И кажется, что все прошло хорошо. Поэтому в этом месяце будет другой вебинар «Крылатые фразы из русской классической литературы», которые носители используют до сих пор. И все. Самое-самое последнее. У меня есть идея подкаста. Я думаю, это будет прикольно. Поэтому добавляйтесь в Telegram или добавляйтесь на Buy Me a Coffee. Все, и до скорой встречи. Напишите, как ваши дела. Все. Целую. Всем пока.